В истории Советского Союза существует немало темных страниц. ГУЛАГ, массовые репрессии, расстрельные полигоны, депортации народов и тайные спецоперации, о которых десятилетиями не говорили вслух. Но есть одна точка на карте, о которой молчали даже те, кто прошел войну и видел смерть в самых разных ее проявлениях. Место, где грань между человеком и зверем была стерта всего за одну неделю. Остров Назина. Для местных жителей он навсегда остался островом смерти, а в секретных папках НКВД это место значилось как спецпоселение номер 1, безликий пункт в отчетах, за которым скрывался настоящий ад. Представьте, май 1933 года. Вы идете по улице Москвы, возможно, вышли за хлебом или спешите на свидание, думаете о пустяках и не подозреваете, что ваша жизнь вот-вот оборвется. Вдруг к вам подходят двое в форме. Ваши документы. Паспорта с собой нет. Пройдемте. Добро пожаловать в грузовик. Вы еще не знаете, что этот момент — конец вашей прежней жизни и начало пути, из которого почти нет возврата. Вас не повезут в отделение, не отпустят домой за вещами и даже не дадут объяснить, кто вы и куда шли. Вас погрузят в эшелон и отправят за тысячи километров в глухую сибирскую тайгу, где на пустынном острове посреди ледяной Оби окажутся более 6000 человек, оставленных без еды, без крыши над головой и без какой-либо надежды на спасение. Один на один с холодом и уголовниками-рецидивистами они будут брошены в условия, в которых человеческая мораль рассыпается за считанные дни. То, что начнется дальше, не поддается описанию, и когда через месяц туда приедет комиссия, ее члены увидят картины, от которых взрослых мужчин будет рвать. Это история назинской трагедии, самого жуткого эксперимента по перевоспитанию и выживанию в истории СССР. Чтобы понять, как вообще стал возможен такой ужас, нужно перенестись в начало 1933 года, когда СССР готовился к грандиозным свершениям и строил планы ускоренного переустройства общества. В стране вводится единая паспортная система, но главная цель этого нововведения — не просто учет граждан и наведение порядка в документах. Генрих Ягода, глава ОГПУ, и Матвей Берман, начальник ГУЛАГа, предлагают Сталину дерзкий план, суть которого заключалась в том, чтобы очистить социалистические города — Москву и Ленинград — от лишних людей. Кого считали лишними? В документах они назывались «деклассированные элементы». Спекулянты, бродяги, попрошайки, безработные, бывшие кулаки, люди без прописки, а на практике под эту формулировку попадал почти любой, кто оказался не в том месте и не в то время. План был амбициозным — выселить в Сибирь и Казахстан 2 миллиона человек, превратив их в бесплатную рабочую силу для освоения диких земель. Но, как это часто бывало, план спустили вниз — а четких инструкций не дали, и милиции нужно было просто выполнять норму по арестам. Хватали всех без разбора. Вот реальные истории людей, оказавшихся в том эшелоне смерти и зафиксированные в протоколах. Новожилов Владислав жил в Москве, работал шофером на заводе «Компрессор», был премирован 3 раза и считался добросовестным рабочим. Он вышел после работы в магазин за папиросами, жена ждала его к ужину, но он не вернулся. Его взяли прямо у ларька, потому что паспорта при себе не было. Зеленин Григорий, ученик токаря, шел в гости к тете. В кармане у него был билет в театр и ученический билет, но паспорта не оказалось, и этого было достаточно, чтобы его арестовали. Среди высланных оказалась даже 12-летняя девочка, потерявшаяся на вокзале, пока мама отошла за кипятком. Были старики, беременные женщины, инвалиды и даже один орденоносец, герой гражданской войны, которого взяли на вокзале, сорвав орден с груди. Всех их объявили паразитическим элементом.
Их загнали в товарные вагоны, как скот, и эшелоны шли в Томск почти 2 недели, в течение которых воды не давали сутками, а еду бросали в вагоны, как собакам. В Томск прибыли уже не люди, а тени. Но самое страшное ждало впереди. В Томской пересыльной тюрьме к этим случайным прохожим и бытовикам подселили настоящих уголовников, рецидивистов, убийц, воров, так называемых уркаганов, которых тоже высылали из городов. Эта гремучая смесь, беззащитные горожане и матерые бандиты, была погружена на баржи. 14 мая 1933 года караван двинулся вниз по Оби, а 18 мая баржи причалили к острову Назина. Это даже не остров в привычном смысле, а узкая полоска суши длиной около 3 километров и шириной всего 500 метров. Болото, поросшее редким кустарником и чахлым тополем. Ни бараков, ни палаток, ни кухни, ничего. На этот кусок грязи выгрузили первую партию, почти 5000 человек, а через пару дней привезли еще около 1000. Люди были одеты в то, в чем их схватили в апреле в Москве: туфельки на тонкой подошве, легкие пальто, юбки, и все это в то время, когда в Сибири в мае бывают заморозки. Как только баржи отошли, пошел снег с ветром. Комендант острова, некий Цыпков, понимал, что людей привезли на смерть, но у него не было ни ресурсов, ни указаний. В первую же ночь на острове умерло 295 человек, которые просто замерзли. Утром выжившие увидели страшную картину. Остров был усеян трупами, припорошенными снегом, и хоронить их было некому и нечем, потому что у людей не было ни лопат, ни сил. Начался голод. Только на 4-й день на остров доставили еду, и это была насмешка судьбы. Привезли ржаную муку, не хлеб, не сухари, а просто муку в мешках. Как раздать муку 6000-ной толпе, которая не ела 4 дня? Людей попытались выстроить в очереди, но голод оказался сильнее дисциплины, и толпа ринулась к мешкам, сминая охрану. Конвойные, молодые парни из местных деревень, набранные наспех, открыли огонь, сначала стреляя в воздух, а потом в толпу. Когда стрельба стихла, на земле остались лежать десятки тел. Комендант приказал разбить людей на бригады по 150 человек и выдавать муку бригадирам, которыми, разумеется, становились самые сильные и наглые уголовники. Они забирали мешки себе, а интеллигентам и бытовикам доставались крохи. Но даже те, кто получил свою пайку, примерно 500 граммов муки, не могли ее нормально съесть, потому что у них не было ни посуды, ни кипятка. Люди бежали к реке, сыпали муку в шапки, в полы пиджаков, снимали с себя ботинки и разводили муку речной водой прямо в обуви, после чего жадно глотали эту болтушку. Эффект был мгновенным. Дизентерия, заворот кишок, и люди падали и умирали в страшных муках прямо у кромки воды. Остров покрылся фекалиями и трупами, и уже через 3 дня на нем исчезли последние остатки цивилизации. Власть захватили банды. Уголовники быстро организовались, у них были ножи, которые они сделали еще на баржах, и наглость, позволявшая им творить все, что угодно. Они начали настоящий террор, отбирая у слабых одежду, и человек без пальто на ветру умирал за 1 ночь. Они выбивали золотые зубы, сначала у мертвых, а потом, поняв, что ждать долго, начали выбивать у живых. Золотые коронки стали валютой, за которую можно было купить у охраны не свободу, а спички или кусок хлеба, потому что охрана тоже участвовала в этом бизнесе. Вахровцы вели себя как цари, находясь на безопасном расстоянии, на лодках и баржах, и развлекаясь стрельбой. Любая попытка зажечь костер не в том месте заканчивалась выстрелом. Попытка подойти к воде без команды — очередью. Охрана устроила настоящее сафари.
Из доклада инструктора «Величко». Охранник ударил прикладом женщину, а когда ему сделали замечание, он ответил: «Пусть не смеется». Хотя у женщины просто свело лицо судорогой от холода, и это было похоже на улыбку. Некоторые пытались бежать, вязывая плоты из веток, из трупов, из чего угодно. Но Обь — река широкая и быстрая, и те, кто не тонул, попадали под пулеметный огонь с барж. Остров оказался идеальной тюрьмой. Бежать некуда, жаловаться некому. Но самое страшное началось, когда закончилась даже мука. В архивах сохранились свидетельства местных жителей, остяков, живших неподалеку, которые рассказывали, что видели на острове людей с окровавленными ртами. Людоедство. Сначала ели тех, кто умер сам, вырезая у трупов мягкие ткани. Икры, бедра, груди у женщин. И жаря это мясо на кострах, нанизывая на прутья. Но голод сводил с ума, и банды начали охотиться на живых, выбирая в приоритет молодые женщины и те, кто выглядел поздоровее. Вот жуткий эпизод из уголовного дела, который невозможно читать без содрогания. На острове был охранник по имени Костя Веников, молодой парень, у которого завязались отношения с одной из ссыльных девушек, и он ее подкармливал и защищал. Однажды ему нужно было отлучиться на дежурство, и он оставил девушку у костра, сказав товарищам: «Присмотрите за ней, не обижайте». Когда он вернулся через несколько часов, девушки не было. У костра сидели сытые уголовники, а в стороне лежала груда одежды. Костя начал искать ее и нашел привязанной к дереву. У еще живой девушки были срезаны мышцы с ног, и она истекла кровью. Уголовники сказали: «Ну, прости, начальник, есть очень хотелось, а она молодая, вкусная». Это не байка, это зафиксированный факт. Люди потеряли человеческий облик. Врач, прибывший на остров позже, констатировал: у многих трупов отсутствуют печень, сердце и легкие. Это были самые лакомые куски. Люди спали, прижавшись спиной к костру и лицом к темноте, сжимая в руках палки, потому что если ты заснешь слишком крепко, ты станешь завтраком. Остров Назина превратился в бойню. Этот ад длился почти месяц. В конце мая началась эвакуация выживших, которых грузили обратно на баржи, но и там они продолжали умирать. Власть предпочла бы забыть об этом неудачном эксперименте, закопать трупы и запугать выживших. Но системе бросил вызов один человек — Василий Арсеньевич Величко, инструктор Нарымского кружкома партии, молодой идейный коммунист. Он приехал на остров с проверкой и был парализован увиденным. Опрашивал людей, собирал факты и видел обглоданные скелеты. Величко понимал, что если он напишет правду, его могут расстрелять как паникера, но молчать он не мог. В июле 1933 года он отправляет подробный доклад на 11 страницах в Москву, лично Сталину, Калинину и в прокуратуру. Он писал: «Люди начали умирать в первый же день. Элементы людоедства появились на вторые сутки. Остров завален трупами. Это не колонизация, это истребление». Доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. В Москву полетела комиссия, и факты подтвердились. Остров зачистили. Против коменданта и конвоиров возбудили дела, но наказание было смехотворным — 1, 2, 3 года лагерей. Систему судить никто не стал, а доклад Величко засекретили, сняв гриф «совершенно секретно» только в годы перестройки. Из 6 с лишним тысяч человек, высаженных на остров Назина, в живых осталось менее 2000, и те остались инвалидами на всю жизнь. Около 4000 человек погибли за несколько недель от голода, холода, болезней и зубов себе подобных. Василий Величко, человек, который остановил этот ад, был уволен с должности.
Он прошел всю Великую Отечественную войну военным корреспондентом, дошел до Берлина. Но о Назине он больше никогда не говорил, потому что слишком страшной была эта правда. Сегодня остров Назина снова пуст, река размывает берега, иногда вода выносит на поверхность человеческие кости, и местные рыбаки стараются не причаливать сюда на ночлег, говоря, что здесь даже птицы не поют. Здесь царит тишина. Тишина, в которой слышны крики тысяч людей, которых привезли строить новую жизнь, а оставили умирать в аду. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.